Приветствую всех, друзья! С вами на связи Таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшний наш расклад Таро на тему «Мужчина, который тебя любит». Его мысли, чувства, о чем он молчит и что будет дальше по судьбе. Карты Таро раскроют образ мужчины, и этот мужчина, должно быть, хранит в себе какие-то чувства. Возможно, скрытые даже от него самого. Мы не просто увидим его лицо, мы прикоснемся к его душе. Расклад будет достаточно глубокий. Приготовьтесь, чтобы в ближайшие минут, наверное, 40 вас никто не отвлекал. Мы разобьем его на условные блоки. Какие это будут блоки, мы посмотрим. Но, естественно, это блоки про чувства, мысли, планы, действия и все, что будет связано и что будет вытекать в процессе потокового чтения. Слушайте внимательно. Если сердце отзовется, значит, это расклад Таро именно для вас, друзья. Начнем давайте мы с того, что тщательно перемешаем колоду. И пока я ее перемешиваю, друзья, по традиции я попрошу вас подписаться на канал, если вы еще этого до сих пор не сделали. И в конце не забыть поставить лайк, дизлайк и написать любой комментарий. Таким образом вы можете помочь развитию этого канала, который посвящен трансформации, психологии, магии, очистительным мероприятиям, обрядам и ритуалам, а также гаданию на отношения и ближайшее будущее. Ну, давайте начнем, наверное, с блока или с такой частью условной. Вот кто он и откуда он в твоей судьбе? Давайте спросим первое. Кто этот мужчина? Этот мужчина, который, возможно, давайте так скажем, не до конца отдает себе отчет, кто он есть на самом деле. То есть он сам не понимает, кто он. Выпадает карта оморочки, а сегодня у нас достаточно такой глубокий оракул, который отвечает и за негативные влияния, и за все, да, на все сферы жизни абсолютно, в плюсы и в негативы. Так вот, оморочка – это человек, который, может быть, сейчас находится не в лучшем энергетическом состоянии. Это первое. То есть его энергетика не ок. Второе. Этот человек может думать, что он такой, а на самом деле он другой. Ну и худшее для вас, если вдруг этот мужчина на самом деле выдает себя за кого-то другого. Ну, это мы, может быть, и не отследим сегодня, да, но посмотрим, какие вопросы пойдут из потока. Поэтому этот мужчина явно не ок, явно не тот, или явно не торт, да. Этот мужчина явно не тот, за кого себя выдает. Пока что так. Оморочку мы истолкуем пока что так. Хотя оморочка это, ну, по сути, магическое влияние негативного характера, которое вызвано, может быть, чередой каких-то влияний энергетических на человека. Поэтому человек находится не в самом лучшем энергетическом состоянии. Хорошо, ну раз так, давай тогда еще спросим, откуда он тебя знает, этот мужчина? Пьянство. Пьянство бой. Ну, где-то, может быть, встречались, может быть, выпивали, может, снюхались, да. Ну, такое тоже есть понятие. В общем, смотрите, где-то какая-то была вечеринка, пати, алкопати, скорее всего. Ну, пьянство есть, алкопати. Поэтому где-то бары, рестораны, да, где-то виделись. Но если есть оморочка и пьянство, да, и мужчина явно не в самом лучшем расположении духа, он тебя тобою бредит, да, то есть он тебя точнее у себя в голове выдумал. Хорошо, давайте спросим, ну раз такая фигня, а тут фигня явная, оморочка и пьянство. Ой, давай тогда спросим, в какой он жизненной ситуации сейчас, на здесь и сейчас? Он под влиянием власти.
или пытается взять контроль над ситуацией, или власть его так прессует, что он даже и не знает, что с этой властью над собой делать. А скорее всего и то, и другое. То есть он пытается взять под контроль ситуацию, но не властен, поскольку другая сила контролирует его. Ну, так вот. Давай тогда спросим, раз все так плохо кажется сначала, есть ли у него связи с другой женщиной. Его тянет к другой женщине. И у меня такое ощущение, что у тебя мужчина, который вроде бы как хочет в новые отношения, но его обратный ход колеса уносит в звенящую снежную даль. Да? По сути, как бы его тянет к другой. Хотя он может с ней и не находиться, да, вместе, но власть другого человека над этим человеком заставляет, например, быть неадекватом, выпивать, быть подвластным обстоятельствам и тянуться к прошлому. Хорошо, давай спросим, что его волнует вообще или в связи с тобой? А вот они иглы. Его волнует то, что он не может оторваться от того человека, с которым он, скорее всего, уже, ну, может быть, был в отношениях и к которому он привязан сердцем. Может быть, от этого человека он или зависит, или испытывает чувство вины, потому что здесь алкоголь, или просто какая-то энергия давит на этого мужчину. Интересный такой попался нам экземплярчик. Если у вас вдруг так или похоже, пишите комментарии, и самое интересное обязательно помечу своим сердечком. Отмечу, точнее, не помечу, а отмечу, извините. Бывает, оговорился, но все ж по Фрейду, да? Бывает. Хорошо. Ну что ж, давайте теперь посмотрим часть такой вот мысли и даже, может быть, эмоции, которые он скрывает. Хорошо. Как ты цепляешь его или как ты его зацепила на эмоциональном уровне? Смотри, выпадает ворон. Он считает, что ты что-то накаркала. Поэтому он расценивает твои слова как пророчество. И все это на эмоциональном уровне. Ты достаточно сильно на него повлияла своими словами уже. Если вы уже знакомы, ты уже повлияла. Если вы еще не знакомы, ну, возможно, у тебя есть какие-то такие качества. Как скажешь, как ляпнешь, так и сбудется. Да? Давай спросим, вот какие фантазии становятся особенно сильными, когда он о тебе думает? Никакие фантазии не становятся здесь остуда. Вот поэтому у него и такое состояние. Скорее всего, есть на нем какая-то темная энергия. Но смотри, если бы другая какая-то карта выпала, можно было бы ее как-то интерпретировать, как будто это живые фантазии. Поскольку выпала карта остуды, ну что мы можем сказать? Мы можем сказать только никакие фантазии, или это отмороженные фантазии, или он ничем не фантазирует и ничего себе не представляет, и не думает, да, такого, да, даже не фантазирует. Ну и не думает где-то там. Поэтому никакие. Почему? Потому что остуда. Да? Ай, хорошо, давай так. Раз уж тут никаких фантазий, как он тогда себя ограничивает, именно думая о тебе? Да? Ну вот они, сущности. Он не себя ограничивает. Это некие сущности, некие энергетики, которые в нем ограничивают его от вас. То есть он, например, думает о тебе, да, а ему больно. Понимаешь, да? Хорошо, вот в чем он боится признаться даже себе вот в связи с этим? Он боится открыть правду. Он боится, он знает, что с ним происходит, но боится открыть. Ну, вот как бы для него он еще не готов. Его психика не готова, его энергия не готова. То есть он боится открыть правду себе о тех энергиях, которые им владеют. Понимаешь, в чем дело? Темные карты, очень темные карты над этим мужчиной.
Где-то он попал в какой-то переплет, скорее всего, действительно в какую-то оморочку, побывал давайте так скажем, в когтях, да, у какой-то женщины, да, или в каких-то отношениях, может быть, попал в какой-то шабаш, допустим. Это может быть и ковен, да, коллективная магия или коллективное воздействие. А может, действительно, его энергетическую структуру искромсала какая-то власть, да. Какая власть? В вашей ситуации смотрите, какая это власть. Хорошо. Почему тогда он до сих пор молчит? Давай, вот вдруг, если он молчит, почему молчит до сих пор? Он боится приблизиться к ситуации. Звезды – это дальность и холодность. То есть, во-первых, на него, почему он молчит? У него мало энергии очень. Он холодный. Остуда, звезды – это холодные карты. А во-вторых, он понимает, что с ним происходит, но боится себе в этом признаться. Например, да, вот типичная ситуация, да, человек подсознательно, к примеру, знает, что у него проблемы с алкоголем, но пьяницей он себя не может признать, он говорит: я не пью, я выпиваю. Как вариант, да, вот такой. И тут человек чувствует, что что-то не то, что, например, щось пороблено, да, как, порча есть какая-то, да, в нем. Что-то происходит не так. Но принять он это не может. Почему? Потому что, действительно, допустим, к энергетическим влияниям не каждый готов человек, он не воспринимает это. Хотя это уже происходит, уже мир у него меняется, да, его уже плющит, у него уже там какая-то физиосоматика, да, психосоматика, физиогномика, да, его вот процессы на лице, на теле, могут быть заболевания, могут быть алкоголизм и так далее. То есть, может психическое какое-то поведение. То есть он ведет себя не очень адекватно, но боится себя в этом признать. То есть звезда – это осознание, это водолей всегда. Поэтому, он не готов к шокирующему пониманию еще того, что с ним происходит. Так. У нас сегодня расклад такой вроде бы как на любимого человека, но в контексте, что происходит с ним сейчас. Да? Окей. Давай, смотри, вот посмотрим все-таки энергетику его такую, да, вот именно, кто он и кто по судьбе, откуда по судьбе. А вот именно энергетику и притяжение, чувство, вот такое вот, в таком плане, да. Энергетику в плане чувств и притяжений посмотрим. Что его тянет именно к тебе? Угу. Но смотри, тут два варианта. Либо даже несколько вариантов, я их сейчас назову. Такие самые вероятные все-таки. Либо ты родилась в год змеи, что вероятно. Потому что сейчас год змеи, да. С одной стороны. С другой стороны, он чувствует твою мудрость. Это два хороших подтекста. Два хороших мотива, да. Но он может к тебе тянуться подсознательно, потому что чувствует, что ты права, ворон, да, и чувствует, что с ним что-то не то. А в тебе он чувствует некую силу и защиту или противоядие. Слышишь? Так вот. Хорошо. Давай тогда еще зададим такой вопрос поточный. Как он ощущает твое присутствие? Он его практически не ощущает. То есть или его закрыли от других людей, или от других женщин, или действительно настолько сильное темное влияние выпадает именно затмение карта. Поэтому он тебя, как нечто такое, может быть, как ощущает, как будто бы страх какой-то идет. Он тебя побаивается на самом деле. Затмение он может тебя вообще никак не ощущать, либо ему страшно. Понимаешь? Здесь не только плохие карты, здесь куча хороших карт. Пока что сыпят плохие. Почему? Не знаю. Я перетасовал колоду очень тщательно. И до расклада еще даже. Хорошо. Что он чувствует, когда видит тебя? Он чувствует, что либо ты не свободна, либо он не свободен. Скорее всего, это его не свобода. Но также он может, знаешь, у него настолько
плотный такой свой образ, да, а он же омороченный, что он в своей оморочке, в своей несвободе может как бы обвинять и тебя в том числе. Так ты тоже не свободна, да, ты тоже там делаешь, ты тоже зависима от обстоятельств, да, так как и я. Хорошо. Ну, может быть, он чувствует, что связан по рукам и ногам. Хорошо, вот какая деталь во внешности или энергетике твоей его зацепила? Именно деталь твоей внешности и энергетики. Ну, смотри, во внешности это рост, прежде всего, грациозность твоя, грация, давай так скажем. Ну, а в энергетике у тебя высокие энергетики. It's a higher power, for example. Поэтому ты человек для него значимый. И ты не только грациозна, энергична, да, важна для него эта важность, но еще и как скажешь, так оно еще и сбудется. Он уже боится, возможно, твоих пророчеств. Какие эмоции он пытается подавить в себе? Ну это, во-первых, огненные эмоции, это эмоции движения, то есть он, когда тебя видит, да, или пытается с тобой говорить, он начинает пытаться двигаться, да. Ну и эмоции общения, то есть больше всего всадник, он о коммуникациях, о новостях каких-то, да, поэтому он хочет похвастаться перед тобой, всадник, хвастаться, и что-то рассказать, то есть он пытается быть немногословным, но, возможно, его иногда прорывает, и когда его прорывает, ты слышишь правду. Вот на это тебе стоит обратить внимание в общении, чтобы понять, действительно с ним все хорошо или так как-то не очень энергетически. Ну окей. Давай теперь посмотрим такой вот немножечко раздел, как образ его в твоем сердце. Не. Образ, точнее, тебя в его сердце. Твой образ в его сердце. Вот, я что-то как-то вот вообще уже... Ну, это, наверное, оморочка, да, действует на меня так. Какая ты в его сердце? Давай спросим. Дьявол выпадает, интересно. Ты в его сердце не так чиста, как ему бы хотелось. Возможно, это все проекции. Ну, с точки зрения психологии, это проекция. То есть ему на букву Х, не подумай, что хорошо, но и он же видит в тебе свое отражение. Поэтому если ты знаешь, что у тебя все ок, и у тебя энергия ок, светлая, да, там все нормально, да, ты там следишь за гигиеной своей энергетики, делаешь чистки, отвязки, ну, обряды, ритуалы, у тебя энергия классная, то и он в тебе видит, в принципе, тогда свою проекцию. А если у тебя действительно какая-то ситуация на букву Х, да, Х, ВВХ, да, то, ну, соответственно, тогда и у тебя проблема, и он эту проблему просто чувствует. Тогда подобное притягивается к подобному. Это второй случай, который тут может быть с вами связующий. Поэтому, ну, по сути, ты пока что жгешь в его сердце адский огонь. Почему так? Не знаю. Так, карты выпадают, задумайся. Хорошо, вот какие воспоминания о тебе он прокручивает вот снова и снова? Где-то у вас между вами пробежала крыска, мышка или какое-то предательство и нечестность, обман, ложь, вот такое вот все. Он что-то не может тебе простить пока что. Может быть, тебя оговорили, опорочили, оболгали. Да, это может быть здесь. Тогда, ну, соответственно, да, он представляет себе что-то не то. Пока карты идут очень плохие. Но у нас еще много вопросов. Мы посмотрим в потоке, да, и, возможно, поменяется что-то. Хорошо. В его воображении какие образы запечатлены как файлы? Какие образы он хранит в своем воображении? Какие твои образы он хранит в своем воображении? Я скажу так.
твой образ для него исцеляющий. То есть это в целом смешанный образ чего-то полезного. Какая бы ты ни была плохая, какая бы ты ни была хорошая, в целом, в общем, если все перемешать, как зелье в чане, ты исцеляющая. Понимаешь, да? То есть может быть обида, может быть раздражение, может быть адский образ, но все равно ты бальзам на душу. Хорошо это или плохо? В принципе, это ок. Это ок карта здесь. Хорошо, вот давай спросим, насколько он тебя ревнует? Насколько он тебя ревнует? Давай так скажем. Он тебя не ревнует, но хочет почему-то быть рядом с тобой. А если ангел это ты, то он хочет, чтобы ты его не покидала. Но эта карта не порочная, а ревность это порок. Я скажу, он тебя не ревнует, но чувствует либо себя с тобой, ангелом-хранителем, либо, скорее всего, как тебя, как ангела-хранителя возле себя. Вот этот вот момент для себя определи. Это ты ангел-хранитель или это он ангел-хранитель? Как ты считаешь? Напиши мне в комментарии, и это будет ок, если ты вот в этой карте сможешь разобраться для себя, уже тебе будет легче. Хорошо, вот какие чувства он хотел бы тебе показать, но не может? Он хотел бы показать тебе искренние, светлые чувства, просьбы, мольбы, какие-то прощения, может быть, какие-то слова искупления, извинения, да, отпущение каких-то грехов, может быть, себе, тебе. Чистые, но не может. Почему не может? Да вот потому что вот карты верхний такой слой очень тяжелый. Смотри, появляются более-менее хорошие карты. Вот башня неплохая карта, всадник, звезда неплохая карта, энергия неплохая. Вот этот вот угол уже неплох. Вот где я держу вот так рукой. Все остальное такие очень тяжелые карты. Энергетика тяжелая, прям давящая. А как ты чувствуешь? Вот на здесь и сейчас, вот запись идет, да, 22 минуты 34 секунды. Тебе тяжело от этого расклада или нет? Или тебя наоборот рвет на смех? Если смех, то это агрессия. А может быть просто принятие того, что этого быть не может. Ну, в принципе, такое тоже может быть. Может, это и не твой расклад. Вообще, этот расклад, он больше о любви с мужчиной, но у которого очень серьезные проблемы. Как минимум, либо на психическом уровне, либо по жизни, по судьбе, по карме, либо он связался с какой-то колдуньей или просто попал под магический удар. Хорошо, давай посмотрим его мечты и страхи. Вот о чем он мечтает в ваших отношениях. Давайте вот так просто спросим. Сколько можно уже в плохом, да, плавать. А он мечтает о переменах, о поездке, об успехе. И он мечтает, что вам в отношениях вдвоем повезет. Возможно, где-то ты для него не только как ангел-хранитель, о чем мы тоже еще должны с вами разобраться, но еще талисман, приносящий удачу. Как он представляет себе ваше сближение? Он представляет себе ваше сближение, но путем молитв и заговоров. Может быть медитацией. Вообще это заговор, а заговор это больше к молитве и к каким-то заклинаниям. Поэтому он, возможно, либо надеется тебя уговорить. Это первое. И ваше сближение будет путем его уговоров. Либо он тоже будет обращаться к кому-то, чтобы кто-то пошептал правильно. Надо правильно всегда шептать на нужный алтарь и в нужную воронку времени. Что останавливает его сейчас? Ну, смотри, во-первых, он боится, то, что я говорил, да, то есть он испуган. Во-вторых, он получает какие-то предупреждения, и он не готов. У него нет столько силы, и ему могут угрожать. Ему могут угрожать. А вот какой шаг он готов сделать в ближайшее время?
Он будет вымаливать грехи и очищаться от чего-то. Может быть, отдавать долги, может быть, распутывать какие-то сложные кармические ситуации. Может быть, искуплять свои грехи не только молитвами, но и поступками. Такое тоже может быть. Вот давай спросим, что он хочет тебе сказать, но не решается. У него разбитое сердце, его сердце плачет и просит о прощении. Разбитое сердце. Ох уж это разбитое сердце, да? Ну, давай посмотрим теперь. Все-таки раз такое тут прям страсти, такие мордасти, разбитое сердце, куча искупления и так далее. Давай спросим, вот внутренние конфликты и борьба. Чего он боится, если вы сблизитесь вдруг? Особо ничего он не боится. Лотос, в принципе, это чистота. Но учитывая то, сколько на нем пока что негатива, ну, не обязательно магического, а просто, да, то он не представляет себе этой чистоты и боится, что все будет хорошо. Такое тоже часто бывает, и люди так иногда и говорят: ты знаешь, я так боюсь, что у нас так все будет хорошо или все так хорошо сейчас. Это уже страх будущего, да. Вот какую роль ты играешь в его внутреннем мире? Ключевую, важную роль. И ты сейчас играешь эту роль ключа или талисмана. И еще сыграешь в его жизни. У тебя многое зависит в его жизни. Что он видит в тебе? Иллюзию или реальность? Ключик проверяем и лотос. Ключи и лотос рядом. Иллюзия, реальность. Вот реальность, а вот иллюзия абстрактная. Лотос, да, чистота, свет. Но он больше в тебе видит реальность. Воск — это концентрация, да. Но воск — это сильный абсорбент. Абсорбент негатива. Вот почему воском чистят? Потому что это божественный продукт, который делают пчелы. На секундочку. Так вот, он видит больше материальное. То есть иллюзия или реальность? Реальность. Насколько сильно он тебя любит? Но он готов отдать за тебя кровь. Кровь. То есть, возможно, он чувствует какие-то кровные узы, кровные связи и готов терять или за тебя кровь, или отдать за тебя кровь. Возможно, он тебе сдавал кровь как донор. Да? Вот такое тоже бывает. Или как-то, может быть, сдавал за тебя кровь. Или помогал тебе своей кровью. Ну, в принципе, кровь, насколько он тебя любит, до крови, да, или по крови. Хорошо. Вот как он проявляет, или проявит, точнее, наверное, себя, да, если вы останетесь наедине. Как хозяин ситуации. Поэтому, если ты не любишь инициативных мужчин, то смотри, он может начинать проявлять свою инициативу уже наедине. Но учитывая то, что здесь вот этот ассасин, да, или ассасин, как его правильно напишите, ассасин или ассасин. Ну, почему-то, по мне кажется, ассасин. Но неважно, князь. С ножом он такой здесь, да. Но ассасин — это ж такой человек достаточно опасный. Это шпионы, это там всякие разведчики, лазутчики, там, убийцы и так далее. Такие, да. Ну, опасные ребята. Ну, давай так скажем. Потенциально он может тебе и нести опасность. Или опасность в том, что он будет владеть ситуацией, на которую ты, возможно, не будешь влиять. То есть, если он проблемный, он может тебе подкинуть проблем теоретически. Ну, будь осторожен. Да, он тебя может там миллион раз любить, да, и чувствовать с тобой кровную связь. Но потенциально его власть над тобой может принести тебе, ну, в лучшем случае, неприятности, да, в мягком случае. Давай вот теперь немножечко посмотрим судьбу, да, вот действия, влияние, судьбу вот в таком стиле. Вот какие действия он предпримет тайно. Ну, тут очень хорошая карта Лили. Это действия, которые он будет предпринимать тайно, по идее, не должны принести тебе никакого вреда, а наоборот защитит тебя. Он тайно тебя готов защищать. Интересно. Ну, это-то он готов тайно защищать и предпримет
постарается это сделать. Вопрос, получится и не принесет ли это обратный эффект. Давай спросим, вот кто или что может повлиять на его решение? Ну, только тот, кто следит за ним. Или устанавливал за ним слежку. Или контролирует его. Или имеет над ним власть. Угу, услышала. Хорошо, вот готов ли он бороться за тебя? Пока нет. Почему? Потому что борьба и рассорка — это явно он в конфликте. Пока не примирится. Вам нужны сонастройки энергетик ваших. То есть вам желательно примиряться, и чтобы его энергетика не была в таком состоянии, как она была в начале расклада. Да? Что вот именно может в нем решимость пробуждать, да, или побуждать его к действию? Ну, рыбы. Рыбы — это деньги. То есть если у него будет с деньгами все ок, но деньги — это всегда вторичная ситуация. Рыбы — это больше о темном, скрытом. Поэтому чем это скрытое, темное светлее, тем активнее он по отношению к тебе и решимее. Поэтому это светлая энергия в нем. То есть светлая энергия в нем может побудить в нем решимость. То есть если он избавится от чего-то плохого, от плохих энергетик, влияний, даже вот, допустим, если у вас рассорка, если убрать это, то он будет более решимый. Вот как ты влияешь на его самооценку? Я тебе серьезно говорю, ты для него, скорее всего, ангел-хранитель, и ты лекарство от всех бед. Ты на него влияешь. Положительно уже на тебя выпадал не только эликсир, да, вот выпадает эликсир, а еще и зелье. Поэтому ты для него, ну, я так сейчас тебя назову валидол, условно говоря, да, или там, ну, успокоительное, да. Не всем женщинам нравится такой статус, да, но ты ему бальзам на душу, поэтому, по сути, его самооценка и в общем тонус энергетики поднимается. Во всяком случае, ты его каким-то образом уберегаешь от чего-то более худшего в его энергетике, ну и, соответственно, в его реальности, нежели может быть, да. Ну, есть, да, ты появляешься, и это есть становится лучшим, и оно ведет к лучшим событиям. Но его влияние на тебя может ухудшать твою реальность. Что в тебе его пугает реально? Ну, его в тебе пугает безденежье выпадает. Или то, что ты, например, вдруг по какой-то причине либо не работаешь, либо тратишь деньги как-то, либо просто с тобой у него утекают деньги в песок, либо у тебя с ним. Но, может быть, ты просто не хочешь найти себя каким-то образом или не ищешь себя, вот такое. Безденежье еще часто это бесцельная жизнь, да, вот такое вот. Ну, как бы деньги — это атрибут на пути к цели, если нет денег, цели 100% никакой нет. Хорошо. Что восхищает в тебе его? То есть, что в тебе его восхищает? Твоя энергетика и твое умение владеть ситуацией, контролировать ситуацией, контролировать свои энергии. Вольт — это материализация физического объекта и подключка к нему энергии. Поэтому владение и контроль своей энергии. Он в тебя видит как энергетически сильного человека и тянется к тебе. Что такое интересный человек? Это человек, который заряжен очень мощно и обладает этой энергией и умеет ее контролировать. Возможно, в тебе что-то есть. Осознанно ты это сейчас осознаешь ты это или не осознаешь. Но выпадает вольт на тебя. А здесь вольт выпал в аспекте тебя, и ты умеешь контролировать вольт. Слышишь? И что сейчас чувствуешь, можешь поставить на паузу и написать мне. Хорошо. Как ты изменила его взгляды на женщин? Ты многое ему
прояснила о женщинах в хорошем ключе. То есть, как минимум, до тебя он думал темнее о женщинах. И твое женское на него влияет позитивно. Это еще раз подтверждает то, что, скорее всего, ангел-хранитель все-таки ты здесь, а не он. В этом вопросе отмотай назад на эту карту. Ну, вот где мы здесь, мальчик и ангел-хранитель. Хорошо. А если ты его еще и называешь мой малыш там или мой мальчик, да, мой малыш в лесу заблудился. Хорошо, что малыш мой не спился, да. Ну, как-то так. Окей. Вот чего он ждал от судьбы до встречи с тобой? Давай посмотрим. Ну, тут череп. Он, ты знаешь, мне кажется, ты его спасла от смерти. Ну, может быть, от каких-то потрясений очень серьезных. Поэтому он ждал, что магия с ним расправится. И он погрузится целиком в темную или в пучину, или в темный мир магии, или в пучину магии. Но поскольку здесь череп часто говорит о чем-то не очень хорошем. Ну, как минимум, он ничего хорошего не ждал и себя, свое тело и свою суть познавал. Не с самой светлой стороны его суть и его тело ему были видны. Хорошо. Давай спросим, что он понял благодаря тебе? Он осознал, как нужно управлять материальным миром или как нужно брать и отдавать. То есть он осознал нижний мир или нижний слой аспекта жадности. Да? То есть вот благодаря тебе он понял, что ты ничего с собой в тот мир, в другой, да, вот в темный мир, мир мертвых не заберешь. Что нужно жить здесь и сейчас, и что нужно жить на полную. Нельзя быть жадным, и нужно уметь брать и давать. Вот это вот он осознал. А тебе уже виднее, какой аспект из того, что я проговорил, больше всего он осознал для тебя, как ты чувствуешь, да, вот как ты видишь, если у вас с ним уже есть какие-то, ну, присутствует какая-то динамика, да, в отношениях, и ты видишь, как меняется твой и его мир соответственно. Давай вот посмотрим карму и пути. Вот если между вами кармическая связь, она есть, скорее всего, но за слоем грязи какой-то нечистой ситуации ты ее можешь не видеть, не замечать или воспринимать совершенно не такой, какая она есть. Ну вот как, допустим, велосипед или автомобиль, да, вот есть такая фраза «чистая машина» или чистый велосипед кажется новее. Вот помыл, да, его, и он уже совершенно другой. Соответственно, если между вами кармическая связь, да, безусловно, но под слоем пыли, грязи или какой-то темной энергетики она незаметна. Какое имя идет к нему через вот эту карту, да, вот как бы его можно было по имени назвать. Ну, я не буду сейчас вспоминать, я ей не вспомню, да, но что-то связанное с правосудием или ясно видящим, ясно знающим, справедливым, власти владыкой, ну, то есть властноможцем, да, это украинскую, короче, власть имущим, вот. Справедливый, власть имущий, спокойный, уравновешенный. Ну и распределяющий, вот такой вот почему-то идет. Я не знаю, как по имени назвать человека, который спокойный, уравновешенный и справедливый. Напишите в комментариях. Это будет вашей самопроработкой возможного имени человека, которым вы можете его называть. Короче, называйте его справедливым и справедливым владыкой вашего мира. Вот так вот.
Хорошо. Какие вот энергии описывают его суть? Пока что это очень плохие энергии, это энергии темного мира, это злость и ярость. Но помните о том, что учитывая то, что он в оморочке, он это не он, возможно, это энергии, еще тень, да, этих энергий, это любовь, страсть, ну, в хорошем смысле слова уже, и созидание. Но они здесь скрыты. Хорошо. Вот какой у него архетип мужчины? У него архетип несвободного мужчины и зависимого от обстоятельств мужчины. Во всяком случае, на здесь и сейчас карты его так видят. Возможно, он свободный, возможно, он независимый, возможно, он решительный. Но не сейчас. Пока что так, к сожалению. Ну, магия. Тут ну, человек, вот и ассасин, да, он может быть и агрессивный даже. Хорошо. Что говорит его подсознание о тебе? Но все-таки ты его каким-то образом исцеляешь, лечишь, влияешь на него позитивно. Ты его очищаешь от какого-то зла, негатива, может быть от магии, может быть от обстоятельств, может просто ты ангел для него. Поэтому ты для него целитель. Целительница. Ца-ца. Хорошо. Давай спросим. Какой у вас общий путь? Интересно. А у вас путь силы или путь воина. Поэтому тебе нужно быть сильным. Да ты тут и есть сильная, страстная, как и львица. Но и он какой-то спящий лев. Или, возможно, раненый зверь. В ногу или в лопатку. Что ты должна понять о нем прямо сейчас? Человек в сложной ситуации, в тупике и, возможно, несет на себе много пыли, тумана, грязи, негативных энергий. Но помни, что любой тупик – это тупик, и всегда есть выход. Не бывает безвыходных ситуаций. Недаром вы вместе с ним на пути силы. Какой тебе совет дают карты в этих отношениях? Береги энергию, не разбрызгивай энергию просто так. Береги тепло, направляй энергию в нужное русло. Помогай другим, помогай себе и готовься к какой-то взрывной ситуации. Готовься к вулкану, а вулкан – это прорыв энергии. И когда эта энергия прорвет, главное эту энергию направить в нужное русло. Что будет дальше между вами? Горящий алкоголь. Здесь уже есть карта алкоголизма, и, скорее всего, между вами будет страсть, будет жарко, будет знойно. Такое какое-то, знаешь, как тропикана женщина. Какой-то огонь и какой-то катализатор зайдет в вашу жизнь. И ваша жизнь действительно загорится и будет бить ключом. Много разных энергий, обстоятельств, информации, потоков магии выйдет на поверхность. Но я тебе сказал, направляй энергию в нужное русло. И здесь более-менее контролированное горение. Между вами дальше будет контролированное горение. И вот вопрос. Единожды обжегшись, сможешь ли ты не побояться контролировать процесс этого горения? Хватит ли тебя на этот экзотический напиток? И каким экзотическим напитком готова быть ты? И будет готов стать он. Світло вам та вашому всесвітові. И если ты сейчас чувствуешь, что этот расклад говорит лично для тебя, значит, ты не случайно его
услышала или услышал. Тот, кто любит тебя, действительно существует, и он с этим раскладом стал, возможно, для тебя еще ближе. Поддержи это видео лайком, а канал подпиской, и если хочешь личный расклад по твоей ситуации, контакты ты видишь на экране, а описание под видео ты найдешь ссылки, которые помогут тебе связаться быстрее. До скорой встречи в новом раскладе. С любовью и светом, твой Алехандро. Папа.